классный, смотри, да? Смотри, китенок. Это классный китенок, да? Скажи, классный китенок. Добрый день. Здравствуйте. Мама Алисочка и сын Нил. Расскажи, пожалуйста, про Нила. Нил сейчас 10,5 месяцев. 10,5 месяцев он плавает сам на досточке. Кто так еще умеет? Нил, ты первый. Ну, второй Жорик был первый, меня поразил. Нил, но так как долго, как ты умело это делаешь, ты меня поразил. Как первый раз. Я такого еще не видела из своей практики. Но благодаря, опять же, маме И тренеру. и тренеру. Спасибо. Значит, расскажи, пожалуйста, твоя цель в занятиях плаванием с ребенком. Я хотела найти какие-то целенаправленные занятия, потому что я искала какого-то результата от ребенка и от занятий. Вот, поэтому пришла, искала конкретно бассейн, в котором бы совершали какие-то конкретные... Есть какая-то программная, разумная, развивающая программа. Да. Доступная, понятная, и которая результативная. результаты. Да. Ну, сейчас посмотрим еще раз на Нила. Выходите регулярно, не побоимся, ежедневно. Каждый день у вас в бассейн. По часу тренировки. Нил это делает с удовольствием. Вот уже минуту он держится на воде самостоятельно на досточке. Напоминаю, Нилу еще нет 11 месяцев. И делает он это прекрасно. Это говорит о его отличной координации, балансе и уверенности в себе. Давайте поговорим, как же именно Нил научился плавать на досточке в 10 месяцев, удерживаться и перемещаться уверенно. Во-первых, надо начать с того, что нужно пройти курс НЕМа. Это автоматическое перевертывание в воде. Для того, чтобы как мама, так и малыш были спокойны, что не утонут, вот, что малыш именно автоматически себя спасет таким образом и будет дышать, не утонет. Вот. Этим мы занялись в первую очередь. То есть мы прошли курс НЕМа каждый день, тренировались каждый день. Освоили вы легко, несложно. У Нила не было никаких ни тонусов, ни всяких моментов по телу, которые осложняют освоение этой плавучести и этого курса. Да. Это была основа к тому, чтобы отпускать ребенка на воде, свободнее относиться к тому, что он будет самостоятельно двигаться, не бояться его сделать независимым на воде. Как я начинаю занятие? Сначала я разогреваю ребенка. Таким образом... Что входит в разогрев? Разминка, да. ныряние? В мой разогрев входит изначально просто привыкание к воде, даже без очков, без ничего, просто свободное плавание вместе с ним. Это выглядит так. Просто держу его и веду по воде. И сама вместе с ним куда-то двигаюсь. Сколько минут занимает разогрев? Мы обычно приходим за полчаса до разминки. То есть где-то 20 минут вот мы просто плаваем. Также очень важно, я считаю, это нырять. Мы обязательно ныряем перед разминкой. Стараюсь я ребенка держать, чтобы ребенок держался за кольца. То есть это перемычка, которая позволяет ему уже понимать, что он должен самостоятельно держаться на воде. Он держится не за маму, и это психологически его перенастраивает. Он вот, вроде бы как самостоятельный, но также я его не бросаю на воде, а все-таки есть поддержка. Вот, мы плывем, я его направляю за кольца, двигаюсь перед ним, чтобы ему было не страшно, чтобы он понимал, куда он плывет, и мы ныряем. Я считаю, что это очень важно перед тем, как отпустить ребенка самого на досточке. И третьим пунктом разминки является разминка, ваша разминка,
которую проводите вы в бассейне Немо. Да, вместе с детками. Да, она проходит со всеми, и это очень активный такой двигательный период, который занимает минут 10, но я считаю, что к этому нужно подготовиться. То есть ребенок бурно находится в воде, плещ, мы его подбрасываем, меняем положение, и вот сразу вот так заходить в воду и сразу же делать разминку, я не считаю нужным. Вот. И поэтому это и есть подготовительный период. Также в разминке у нас же есть такое упражнение, как плавать на досточке, да? Да. Вот. И когда именно все уже начинают плавать на досточке, Это последнее наше упражнение в разминке. Да, это и есть, в общем-то, старт моих занятий с Нилом по его свободному плаванию на досточке. Переходим к самим занятиям плавания на досточке. Первое, что я делала, это зафиксировав ребенка на досточке, становлюсь перед ним и задаю ребенку направление. То есть ребенок понимает, что мы куда-то движемся. Как показать ребенку, что есть направление? Я делала таким образом. Я его поглаживала от бедер и в сторону досточки. Так. То есть лежит ребенок, и вот я его так поглаживаю, он понимает, ну и в это время я отодвигаюсь. И ребенок понимает, что вот он чувствует, да, прикосновение и движение идет. Так, дальше. Второе упражнение – это далее я стараюсь его отпускать. Отпускаю постепенно. Конечно же, не сразу же бросаю в воде, а отпускаю постепенно. То есть Короткими импульсами, то есть на секундочку до секундочки это подхватываешь, опять подотпускаешь. Да. И каждый раз эти импульсы, они короче, они короче, и самостоятельность каждый раз чуть-чуть длиннее. И, конечно же, в этот момент я не боюсь, что ребенок опрокинется, что ребенок упадет с досточки, потому что я знаю, что у него есть навык, если он падает, то он перевернется и будет дышать. То есть я не боюсь, это очень важное условие. Третье упражнение. И Нил сам знает, что если он упадет, в общем-то, он знает, что делать потом. Да, ну мы знаем, что детки не очень любят на спине, да, они раздражаются, некоторые плачут, поэтому все равно стараюсь его учить переворачиваться. И был момент у нас такой, что Нил переворачивался, он переворачивался и держался за досточку. Угу. Вот ребенок держится за досточку и тонет, конечно же, потому что досточка его топит, во-первых, в данном положении, а во-вторых, он сковывается, он держится за досточку, начинает нервничать. И от этого напряжения он уходит под воду. Досточка сама по себе, если правильно держать, она помогает плавучести. Но просто что он напрягается, это все упражнение, и немножечко от напряжения подтапливается. Дышать ему тяжелее, вот это все в комплексе. Да, именно. И поэтому вторым моим упражнением это когда он падает, не спасать. Я его не спасаю. Он переворачивается, и я отнимаю досточку. И так несколько раз. Ребенок падает, переворачивается, я отнимаю досточку, и он всплывает, и несколько секунд или минутку плавает сам и понимает, что досточку нужно выкинуть. Пару дней, и мы выкидываем досточку сами. Следующее упражнение – это тренировать ножки на досточке. То же самое мы делаем, когда мы держимся за бортик руками, ребенок держится за бортик руками, а мы барахтаем его ножки. Я, в принципе, делаю то же самое, только ребенок держится не за бортик, а за досточку. Я беру его ноги и барахтаю в воде. Ребенок понимает, что ножки двигаются, да, и куда-то он плывет, куда-то. И вот такое упражнение помогает. Хорошо. Последнее упражнение – это дать понять ребенку, что есть твердая поверхность, а есть водичка. И от твердой поверхности можно оттолкнуться и придать себе инерцию движения. Мы плаваем в ширину бассейна.
Бассейн сколько? 3 метра, да? Да, в ширину? нет, до 4. Мгм. То есть ребенок плывет на досточке, и я его подвожу к бортику и говорю, толкаемся. И стараюсь, чтобы ребеночек оттолкнулся ножками. Если он как бы сразу не понял, подвожу его снова, прикасаю ножками и даю ему возможность хоть немножечко почувствовать бортик и даю ему путь. И каждый раз так. Сейчас он толкается хорошо. Когда мы начинали, он не понимал, что это. Ну, сейчас и вот так вот толкаемся, плывем до следующего бортика. Также это упражнение хорошо тем, что ребенок видит Отрезок. границы. Отрезок Да, дистанции. отрезок своего пути по воде. И он видит, как он преодолевает его. И вы можете делать, приглашать его плыть. Да? Он оттолкнулся, и вы его приглашаете. Давай сюда, подплывай ко мне, видишь меня. И ребенок с удовольствием к вам будет плыть. Его это радует. Таким образом, сейчас плавание на досточке для нас это больше отдых, потому что, в общем-то, он владеет балансом на досточке вот, и может отдыхать. В данный момент мы тренируем менее устойчивое плавание, это плавание на 2 палочках, на 2 нудлах.